Зора снова на коне, а дети в восторге. Наконец-то мама не будет балансировать на подоконнике. Atwell Zora Z6 Spray Plus. Тот самый помощник, о котором вы мечтали все эти дни. И дело не только в том, что он стильный и привлекательный, а в том, что он эффективный. Ведь у него по форсунке на каждом боку, а значит робот поливает в любую сторону и не совершает пустых проездов. Функционал современный, а ценник скромный, в пределах 15 тысяч рублей. Но сможет ли Zora справиться с по-настоящему грязным окном? Можно ли управлять через приложение? И что случится, когда Z6 Spray Plus доедет до края зеркала? На все эти вопросы ответим только в фирменном обзоре Best Robot. Мойщик окон приехал в серьезной, можно даже сказать, аскетичной коробке. Незачем кричать о своей крутизне. Робот говорит сам за себя. Красивый, серый, с логотипом, страховочным тросом и хвостиком в виде несъемного шнура питания. Кроме этого в коробку положили адаптер, который соединяется с хвостом робота, часть шнура питания с вилкой, фирменное моющее средство, которое нужно распылять на салфетки. Вообще-то в комплектацию оно не входит, но можно докупить на сайте производителя. Пузырек с узким носиком для заправки бачка водой. Пульт дистанционного управления и батарейки к нему. Запасные держатели мопов. 3 пары запасных салфеток. Еще одна закреплена на мойщике. Инструкция на русском языке. Гарантийный талон от американской компании, которая и разработала эту чудо-машину. Кстати, гарантия действует в течение 1 года, а сервисный центр находится в Москве. Комплектация Z6 Spray Plus стандартная. Есть все для комфортного мытья окон в небольшой квартире, а если вам понадобятся дополнительные мопики, можете заказать их на маркетплейсах. Характеристики представлены на экране. Самое примечательное – небольшой вес, всего 1 килограмм, ну и умеренный ценник до 15 тысяч. Но не забывайте, что можете получить робота или вертикалку совершенно бесплатно. Раз в месяц мы проводим розыгрыш среди подписчиков телеграм-канала. Нужно просто нажать кнопку «Участвовать» в закрепленном посте. Подборки и детальное сравнение, распродажи и жирные промокоды, результаты тестов и обновления рейтингов. Все это вы найдете в телеграм-канале Best Robot. Ссылка в описании под роликом. Форма корпуса Z6 Spray Plus обычная для мойщиков такого типа. Продолговатая, с закругленными торцами. Ручку тоже сделали удлиненной, чтобы лучше ложилась в ладонь. Расцветка фирменная. Практичный серый корпус с красными вставками и логотипом Atwell. Выпускные отверстия скрываются под рукоятью и направлены на лицевую панель. Снизу находим кнопку запуска, а также приемник сигналов пульта. Сверху бачок объемом 50 мл. Заливное отверстие узкое, поэтому в коробку и положили пузырек с носиком. Вода из бачка поступает на оба распылителя. Сопла направлены вниз и в сторону и срабатывают в зависимости от направления движения мойщика. В торце закреплен страховочный трос с карабином на конце. Шнур питания уходит в корпус. Не могу сказать, что это недостаток, поскольку мойщик все равно работает только от розетки. Главное — рабочие инструменты. Моющие диски. Они поочередно вращаются, отмывая поверхность и перемещают мойщика по стеклу. Кроме того, под каждым мопиком находится всасывающая решетка, через которую создается разрежение, не позволяющее роботу упасть. Салфетки двухсторонние, мелковорсовые, стандартного исполнения, как и пластиковые диски. С дизайном разобрались, пора готовить мойщика к тестам. Возвращаем на место диски с мопиками, чтобы они плотно сели и щелкнули. С помощью крепления на гайку соединяем хвостики адаптера и пылесоса. Выглядит практически как в фильме «Аватар». Теперь подключаем шнур питания. Все разъемы уникальны, перепутать не получится. После подключения к 220 загорается оранжевый индикатор. Пока наш Zora героически заряжается, можем сделать еще 3 вещи. Сразу заполнить встроенный бачок, смачивание пригодится на втором цикле, но набрать жидкость можно заранее. Привяжем страховочный трос к батарее, безопасность превыше всего. И поставим батарейки в пульт управления, посмотрим, какие возможности он предлагает. Кнопка слева вверху включает влажную уборку. После выбора этой функции начинает моргать синий индикатор. Рядом кнопка принудительного пшика, если автоматическое смачивание кажется вам недостаточным. Любители тотального контроля могут управлять джойстиком, но проще использовать автоматические режимы. Их суть отображает эта схема. Можете поставить на паузу. Чаще всего вы будете использовать режим вверх-вниз.
Кнопка «Стоп» сбрасывает выбранную программу, кнопка «Пауза» приостанавливает с возможностью возобновления. Но если вы цените прогресс на кончиках пальцев, можете установить приложение от Well, законнектить его с мойщиком через Bluetooth и управлять со смартфона. Набор функций такой же, как на пульте. Отличия только два. Возможность отрегулировать частоту распыления в автоматическом режиме от 5 до 20 секунд и дополнительный индикатор отключения питания прямо у вас на экране. Посмотрим, как робот покажет себя в полевых условиях. Я бы даже сказал, в пылевых условиях. При работе с сильно загрязненным окном сначала нужно провести сухую уборку. В режиме сверху вниз Z6 Spray Plus находит верхние углы рамы, а затем зигзагами спускается вниз, обрабатывая всю доступную площадь. С первого прохода вся пыль собрана, стекло заблестело, но кое-где осталась грязь и отпечатки салфеток. У них коричневая окантовка и смятый запыленный ворс. Ставим свежую пару мобиков и запускаем влажную уборку. Робот повторяет тот же алгоритм. Проходит от угла до угла и зигзагами, при этом брызгая себе на ход то с правой, то с левой форсунки, смотря в какую сторону едет. Интересно, что в отличие от конкурентов, Z6 Spray Plus не брызгает воду на раму. Он как будто понимает, что подъехал к краю и пшикать теперь бесполезно. По итогу окно выглядит чистым и прозрачным. В его отражении можно рассматривать городской пейзаж. 2,5 см в углах традиционно грязные. Круглые салфетки просто не могут туда заехать. Есть небольшие погрешности в пределах 5 мм возле штапиков. В остальном результат топовый. С таким роботом мыть окна максимально комфортно. Только успевай менять салфетки. А вот насколько комфортно при этом находиться в той же комнате. Тут все будет зависеть от шумоизоляции стеклопакета и от того, какую сторону окна робот моет. При работе внутри помещения шум достигает 70 дБ. Снаружи в пределах 45-52 дБ. Можно спокойно смотреть телевизор. Дополнительно я проверил, как работает навигация в разных режимах. Здесь все предсказуемо. Самый полезный режим вверх-вниз. Можно установить робота в любой точке окна и, ориентируясь на показания гироскопа, он промоет его полностью. В то время как в двух других режимах не будет доезжать до верхнего края рамы. Следует отметить, что полная высота корпуса всего 95 мм. Робот пролезет под решеткой на окне, а суммарная длина шнура питания 4 метра. При желании можно помыть даже витрину магазина, ну либо плитку в ванной комнате. Мойщик спокойно преодолевает небольшие швы и не совершает попыток самоубийства. То же самое касается безрамных поверхностей. Когда робот приближается к краю, срабатывает датчик подсоса воздуха, и мопики вращаются в обратную сторону. В итоге даже зеркало удалось помыть нормально, не считая точечных разводов. Но что случится, если электричество внезапно кончится? Все, это конец, и Джона Коннора уже не спасти? Конечно нет, ведь на этот случай предусмотрен источник альтернативного питания в виде встроенной батареи. И вы услышите следующий звук. Теперь у вас целых полчаса, чтобы прийти на выручку бедному стекломойщику и перенести его в безопасное место. Посмотрел 10 роликов, но так и не понял, что выбрать? Не проблема. Заходи в чат телеграм-канала Best Robot, получи консультацию экспертов, узнай мнение реальных пользователей. Ну а в качестве бонуса к полезной информации у тебя есть шанс получить бесплатный пылесос, который мы разыгрываем среди подписчиков раз в месяц. Ссылка на сообщество закреплена в описании. Что можно сказать о Zora Z6 Spray Plus в итоге? Ведь теперь у него появилась вторая форсунка, а значит, уборка стала еще эффективнее. Робот показал уверенную навигацию на стандартных окнах, безрамных зеркалах и плитке. Легко отмыл страшно запыленное окно. Теперь оно блестит. Управление простое и понятное, а при желании можно установить мобильное приложение. Из недостатков для этой модели мне удалось придумать разве что не домывает в углах, хотя это характерно для всех круглых мойщиков. Zora Z6 Spray Plus мне понравился и однозначно попадет вне рейтинг мойщиков Best Robot и в рекомендации нашего чата. Кстати, не забудьте вступить в сообщество и подписаться на YouTube канал. Лайк под роликом тоже не помешает. А пока и до новых обзоров.